Всем здорово, народ! Сегодня у нас обзорчик ПВПшный на Бистмастера БМ Хант, он же Охотник, Повелитель зверей. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, стартанем классически, покажу вам билдачок. Героические таланты мы всегда себе выбираем вожака стаи и прокачиваем данным образом. Есть небольшая альтернативная вариация, когда мы себе здесь берем не медвежье неистовство, а ядовитые клыки, и тогда отказываемся от таланта опытный укротитель, и вместо него прокачиваем, соответственно, ядовитые жало. И вот тогда у нас будет небольшая синергия, в этом хоть какой-то смысл будет. Если вы без ядовитых жал играете, то здесь точно не стоит брать ядовитые клыки. Но в общем и целом мне этот билд меньше нравится, поэтому я бы все-таки вам рекомендовал по стандарту выкачивать ветку вожака стаи, здесь отказываться от ядовитых жал и брать себе, например, опытного укротителя. Если не нравится, можете в любой другой талант засунуть, куда хотите. Мне кажется, это вполне себе оупишная вариация, и по итогу вот так вот у нас билдачок и выглядит. Если прям надо по ситуации, можете отказаться от таланта дрочливость, вкачать себе транквилизатор для кода, но это очень единичные случаи, скажем так. И если мы говорим про сурвоохотника, когда мы за него играем, хочется в целом прокачивать себе взрывной выстрел вместо ошеломляющего. Здесь как будто бы в этом смысла особого нет. Но опять же, по геймплею смотрите, если вам нравится, вот как мне лично играть все-таки со взрывным выстрелом, берите его. Но как будто бы для Бистмастера ошеломляющий выстрел все равно будет лучшим вариантом, поскольку мы всегда на дистанции стоим и даже в упор никуда не подходим. И если до нас добегают, это уже наша проблема становится, и взрывной выстрел нам не поможет. Короче, в данном выборе смотрите сами по ситуации, как вам больше нравится. Все-таки, наверное, за Бистмастера лучше оставлять себе ошеломляющий выстрел и именно к нему привыкать, нежели к выстрелу взрывному. И ПВПшные таланты, куда же без них. Но здесь у охотника, как всегда, тоже по стандарту и по классике идет. Всегда выкачиваем себе тактику выживания, must have, на засейвку себе хп, скажем так. Второй ПВПшный талант — это всегда жало химера, здесь тоже без обсуждений, потому что, ну, для ПВП, я не знаю, спыла лучше не придумать. Надо эту кирку, наверное, все-таки в банк положить, это... Бывает, конечно. Что прикажете? Так вот, очень приятно у нас способность появляется, невероятно мощная. И замедление, и немота, и потом еще понижает урон и исцеление, которое вот из таргета будет выходить. Короче, конфетка, жало, химера — один из лучших ПВПшных талантов в принципе в игре. И третьим вариантом, опять же, в 9 из 10 случаев для Бистмастера мы берем себе родственных зверей. Быстрее будет кдэшиться ваша способность, активка вашего пэта, приказ хозяина. И в случае, как у меня, я играю с специализацией питомцев в хитрости, это приказ хозяина, который диспелит руты. А дополнительный эффект появляется, что мы начинаем диспелить руты еще и с наших тиммейтов, которые рядом находятся. С данным талантом она кдэшится 23 секунды, а если я возьму любой другой талант, например, алмазный лед, то она начнет кдэшиться 45 секунд. Вот и думайте. Кстати, по поводу применения способности приказ хозяина. Я вам покажу хороший макрос, который позволит вам очень быстро выбирать таргеты для вашей способности. Вам не придется вручную там клацать по своим тиммейтам, чтобы вы смогли на них кастануть, допустим, тот же антирут. В чем суть макроса? Если мною не выбран ни один таргет, или если я выбрал в таргет противника и применяю способность, соответственно, приказ хозяина, то она применяется на меня автоматом. Вот я нажал, применилась на моего персонажа. Все просто. А если я захочу применить эту способность на какого-нибудь союзного персонажа, вот, например, Фелдранис, да, я просто навожу на него мышку и кручу эту способность. Он выбирается в таргет, и потом к нему применяется сразу же приказ хозяина. Прикольно? Прикольно. Вам просто нужно навесить мышкой и нажать эту способность. По дефолту, либо если выбран противник, она применяется к вам. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует. Также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании. Приглашаю на свой бусти. Но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. Окей, билдачок разобрали, теперь давайте про способности поговорим. Давайте не будем разбирать каждую способность отдельно, просто проговорим основные моменты, про которые нужно помнить. Первое, у нас настакивается наш выстрел кобры. Когда мы кастуем выстрел кобры, у нас появляется стак, таких мы можем набрать 3. Когда мы набираем 4-й, он сбрасывается, и наши питомцы начинают больше дамажить. Как это работает? Вот вы стреляете в противника выстрелом кобры, у вас появляется стак змеиный ритм. Выстрелили еще раз, появляется 2-й стак. Выстрелили 3-й раз, появляется 3-й стак, и когда у вас набирается 4-й, он пропадает, и появляется новый баф, который увеличивает вам
урон от ваших пэтов на 8%. Вот, змеиное благословение. И при этом новые стаки уже могут заново начать фармиться, как вы сейчас это видели. Можно через Don't Tell Me When отслеживать активное количество стаков, но как будто бы в этом нет особого смысла, все равно вы проспамку данной способностью устраиваете. Второй момент, вторые стаки, которые копятся, это стаки за счет применения команды «Взять». Когда мы 5 раз применяем нашу команду «Взять», призывается стая воронов. Каждый раз, когда мы эту способность используем, появляется стак, и сейчас откадешится еще раз способность, кастану 5-й раз, и призовется стая воронов на наш таргет. При этом можно выбрать любой таргет, не обязательно тот, который вы изначально били. То есть вот я стрелял изначально в левый манекен, сейчас стреляю в правый, и на него призывается стая воронов. Стая воронов просто дамажит наш таргет дополнительно. Вот у нас талант этот прокачанный, все, дополнительный физический дэмэдж по нашему таргету залетает. И третий тип стаков — это стаки за счет нашего разрывающего выстрела. Причем они накапливаются до 3 раз, и они по сути, обновляемая. То есть у вас 2 заряда вашего разрывающего выстрела. Не стоит в самом начале боя прямо дважды сразу же выстреливать разрывающим выстрелом. Нажмите 1 раз. У вас появляется стак «Охотничий азарт». Все, он на вас висит и будет на вас висеть еще долгое количество времени. Когда у вас прокнуло, либо подошел к концу откат способности разрывающий выстрел, нажмите еще раз. Таким образом, вы продлите свой «Охотничий азарт», и он будет на вас висеть постоянно фулл бой, если вы просто не будете прям как умалишенный клацать один только разрывающий выстрел. В любом случае, у вас есть микробаф с разрывающего выстрела, который вам накапливает 20 от концентрации. Вот когда у вас заканчивается этот баф, можете, по сути, прожимать следующий разрывающий выстрел. Это так, возможность отследить именно когда стоит нажимать эти разрывающие выстрелы. В любом случае, просто не спамьте им, и все. По итогу получается, что мы просто 3 кнопки постоянно отслеживаем, и еще с них у нас различные проки и стаки появляются. Не особо есть смысл отслеживать стаки на ваш выстрел кобры, не особо есть смысл отслеживать стаки на вашу стаю воронов. Просто про них помните и знайте, что они у вас есть. Единственный стак, по сути, который стоит действительно отслеживать, это именно стак на «Охотничий азарт», но я про это уже поговорил. Если мы говорим про контроль, который наш охотник может выдавать, здесь также все довольно просто, но при этом, мать его, эффективно. Например, красный манекен — это дамагер, которого мы хотим бить, зеленый манекен — это вражеский лекарь. Вы скидываете, понятное дело, ваши домашние спылы в левый манекен, как контролить лекаря. Сначала даете просто в него стан питомцам на 6 секунд, и по окончанию время действия этого стана закидываете туда леденящую трапу, так, чтобы не было у вас окна, дырочки между контролями. Под конец действия трапы за 3 секунды, за 2 секунды накиньте туда еще жало химеры, чтобы сначала прошло вот это замедление 3-секундное, и по выходу из трапы на противника, на вражеского лекаря, была немота 3-секундная наложена. И тем самым у вас получается контроль 6 секунд за счет стана, 6 секунд за счет замораживающей трапы и еще 3 секунды немоты за счет выстрела химеры. Охренеть, как много контроля. Когда заканчивается немота, вы можете выдать, например, быстренький ошеломляющий выстрел, чтобы противника на месте остановить. Туда под ноги ему кидаете связующий выстрел, и за счет трапа на раскидывание. Оп! Таким образом вы застанете, конечно, не на 4 секунды связующим выстрелом вражеского лекаря, а на 2 секунды, поскольку диминишинг с вашего устрашения все еще будет действовать. Но в любом случае, посмотрите, какая у нас охрененно длинная серия контроля выходит. Это вообще охренеть, насколько много можно суеты наводить. Так и после того, как вы откинули противника, у него же еще будет стан тот самый, да, вот связующий выстрел, нажали туда разрывную вот эту фугасную ловушку, он улетел куда-нибудь вот сюда, например, туда закидываете трапу, которая просто зарутает вражеского противника и, по крайней мере, заставит какую-то кнопочку уже на movement нажать, обилку, которая там что-нибудь диспелит с него руты. В общем, суету можно реально лютую наводить, и прям очень длинная серия контроля у охотника присутствует. Понятное дело, тринкеты вражеские никто не отменял, но когда это у наших способностей не очень большое, минута на устрашение, 25 секунд на замораживающую ловушку, просто бесконечно можно контролить вражеских оппонентов. И это, конечно, очень серьезный туз в рукаве любого охотника, в том числе и бистмастера. Ну и, соответственно, когда мы нашего противника, вражеского лекаря, контролим, в это время мы не прекращаем дамажить наш основной таргет. И тут все, конечно же, максимально просто, поскольку за вас делают большую работу ваши питомцы. Вы просто, опять же, по КД нажимаете первые 3 способности, которые у вас имеются, и не забывайте призывать ужасного зверя, потому что КД быстрая, а бафы дает он вам реально солидные. Когда прокает, опять же, убийственный выстрел, нажимаете прок. Когда у вас будет прокать ваша команда взять, также нажимаете команду взять. Ну и предположим, мы застанили вражеского лекаря, закинули туда замораживающую трапу, после этого можно пробурститься. Через зов дикой природы, через звериный гнев нажимаете эти кнопочки и еще больнее призываете весь свой зверинец, который просто лицо снесет дамагеру, если он не засейвится. А засейвиться будет достаточно сложно, опять же, учитывая, что вы можете подгадать момент, когда и лекарь, и дамагер будет в одной точке, опять же, их связать вместе, ну и там понятное дело, очень больно будет противничкам, это, конечно, нам. При этом, если вы играете еще за ночного эльфа, у вас будет двойной шанс задоджить какой-то контроль от вражеских игроков. Ну, например, если
если мы играем против Лока, да, вот возьмем чернокнижник, он вас кастует фир, вы притворились мертвым, сбили таргет. Вышли, начинаете там суету наводить, он еще раз вас фир кастует, вы кастуете тогда просто слиться с тенью. И вы уже дважды задоджили его тычку. Ну, его тычку фиром, скажем так. В любом случае, слиться с тенью для охотника, конечно, добавляет прям такой изюминки в геймплей, поскольку у вас дважды появляется возможность разово, ну, подряд задоджить какой-то спел, какой-то контроль от вражеских игроков. Это приятно. Ну и, понятное дело, не брезгайте использовать ваши сейвы, ваши обилки на деф. Это выживает сильнейший и живость, поскольку они все равно в течение боя, просто когда вы жмете кнопки, уже начинают откатываться. По крайней мере, живость точно. И вот вы ее нажали, и потом, когда вы тратите свою концентрацию, когда вы ее используете, она начинает откатываться. И по факту у вас КД уже не 2 минуты на данную способность, а где-то, ну я не знаю, минута у вас выйдет, там минута 20 в среднем на откат данной обилки. Кстати, на самом деле, немаловажный момент, звериный гнев также сбрасывает весь контроль с ваших питомцев. То есть, если их условно заферяли, и они прям в долгом фире находятся, вы это не хотите терпеть, просто нажимаете звериный гнев как возможность задоджить контроль с ваших пэтов. По поводу шмоток сейчас становится все вообще максимально просто, поскольку нам нужно набрать только классовый тир-сет, а все остальное можно покупать за завоевание. Кап убрали, можно уже full сет за завоевание себе купить, поэтому супер приятно в этом плане стало гириться. Если у вас много вырезанных сокетов в шмотках, то, понятное дело, первый гем вы в себе вставляете на понижение по вам урона, когда вас станет, все остальное вы закидываете гемы на мастерство и хосту, соответственно. Ну, мастерство в плане, которое искусность. Ну и по поводу лучшей расы, да, для бессмастера. Если говорить про альянс, то, скорее всего, это будут найт-эльфы. Если говорить про орду, то здесь, понятное дело, орки. У них есть доп. Урон к питомцам. Да и в целом, орки для бессмастера, конечно, прям такие смачные. Но вообще играйте за кого по кайфу. Это самый главный базовый принцип. Если вам по кайфу играть за Таурена Ханта, почему бы и нет? Хоть за Таурена Разбойника. Все, народ, на этом видео завершаю. Подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на Twitch. Сейчас будем суеты побольше наводить за разные классы. Поэтому всем вам желаю удачи, всем прогрессив в PvP, всем пока.